По какой-то даже мне неизвестной причине музыкальное сопровождение в видеоиграх интересует меня так сильно, что иногда именно саундтреки то, что лично меня цепляет в проекте и заставляет остаться надолго. Отчасти, наверное, из этой любви к игровым саундтрекам и появился мой канал. И вот теперь я смог задать интересующие меня вопросы тому, кто к процессу разработки имеет непосредственное отношение. Мне дал интервью Йохан Хирш, один из создателей гоночной игры Trailout, и рассказал массу подробностей о ходе разработки, о ранних версиях игры и саундтрека, о том, как команде удалось найти крутые композиции фактически бесплатно, о возможном сиквеле и о дальнейших планах студии, но обо всем по порядку. Ну что ж, расскажи, какую роль ты занимаешь в команде разработчиков Trailout? Я как лидер команды Good Boys, геймдизайнер, левел-дизайнер, и за то, что мы маленькая команда, приходится выполнять многие задачи некоторым людям за несколько других людей. Такая многостаночность получается в рамках одной команды. Да. До этого у нас уже был дебютный проект для смартфонов Trail Climb. После этого мы двинулись в сторону что-то больше. Мы думали оставаться на мобильных платформах, но так получилось, что мы выиграли несколько конкурсов, и эти деньги нам помогли двинуться куда-то в большую сторону. Сейчас мы имеем Trailout на PC, Xbox, и в скором времени PlayStation 5 будет. А ты упомянул какие-то конкурсы, если не секрет. Вы эти конкурсы выиграли с концепцией Trailout или это просто были какие-то хакатоны условные? Да. Первый у нас вариант Trailout в целом не сильно отличался, лишь масштабы были другие. Мы планировали выпустить только на маленьких картах, кросс-карты, те, кто играли, поймут. Большие карты у нас вообще не были запланированы, мы думали, это будет маленький такой фэт-аут в кармане, скажем так, и особо даже не планировали много карт делать, много машин, какой-то сюжет даже. Просто был главный герой, тот же Михалыч, и с помощью призовых фондов получилось развиться дальше. То есть я правильно понимаю, что концепция развивалась с, условно говоря, небольшого проекта на мобильных устройствах, возможно, в Steam, до прям полноценной большой игры? Да, до этого у нас был опыт в мобилках, он был неплох, успех, но он был хороший для изначальных бюджетов в виде 2 банок пива. А в Трailout уже бюджет был гораздо выше, и поняли, что на мобилках мы не можем рисковать, да и, честно говоря, хочется что-то большее делать. На мобилках очень тесно, тем более, что на тот же Android очень тяжело портировать тяжелые игры в плане графики. Ну что ж, перейдем, наверное, к главной вещи, которая меня лично зацепила в Trailout. Я, если честно, узнал про нее, где-то увидел какой-то трейлер, и меня там цепанула музыка. Потом игра вышла, я ее пропустил, но вспомнил, и вот вспомнил не зря. Как было сформировано видение аудиосоставляющей проекта в том виде, в котором вот сейчас оно существует? Это несколько групп, достаточно малоизвестных, на мой взгляд, но при этом довольно кочевых и круто подходящих процессов. Мы начинали с мобильных платформ. Музыка там была абсолютно неважна, потому что на телефонах, по статистике, больше половины людей играет вообще без звука. Поэтому у нас, можно сказать, и сейчас некоторые аспекты звуковые, например, не касаются музыки, слабые, потому что это изначально мы так вложили. Поэтому музыка у нас там была, я даже смогу показать некоторые видео, как это звучало. Раньше это просто были сэмплы из какого-то рок, драм, басов и всего прочего. Вначале вообще было неинтересно в плане музыки. В 2022 году у нас вышла бета, и понятно, что случились некоторые события, и было как-то не до этого, потому что я был в эпицентре этих событий. И спустя время, когда я смог добраться до рабочего места,
появились просто обычные нарезки на Ютубе. И один из ютуберов, BNB, если правильно помню, начал делать нарезки с как раз-таки OnLab группой музыкой. Мне она так понравилась. Если ты вспомнишь, это Rock and Dead, или как это называется? Да-да-да. Та-та-там, та-та-та-та-там, Rock and Dead, та-та-там, та-та, ну. Да. Я только слушаю, боже, откуда он это взял? Потому что звучит как лицензировано, а у него канал там маленький. И я потом с ним списался просто, и он говорит, попробуем написать, просто в лоб. Потому что copyright free, так скажем. Музыка у них вся. Практически вся практически, да. То есть это использовать можно даже не писать им вообще. Красавчики. Да. Но я все-таки им написал, кто мы такие, показал им видео, они заинтересовались. Правда, OnLab, они уже работают не напрямую, сами ребята общаются через их менеджера. Вот, поэтому через менеджера все-таки как-то я заинтересовал их. И они мне дали зеленый свет и дали доступ к своим репозиториям уже, максимального качества музыки. То есть не с YouTube скачивать, а с их репозиторий. Поэтому я там даже иногда вижу новую какую-то музыку, которая еще не публиковалась в широкий доступ. Чисто copyright free и не более. Ключики они там получают. Вот Xbox релиз был, я им дал ключики, пускай поиграют сами. Поэтому все благодаря вот этому ютуберу BNB, он подсказал, куда можно копать, потому что я сам думал, что это очень дорого или невозможно найти что-то copyright free с хорошей лирикой, нормальным по качеству звучания. В итоге получилось. Это какой-то феномен на самом деле. Потому что изначально музыка была, я думаю, видеофутаж ты вставишь, там музыкой тяжело это назвать. Я думал, что кто-то из вашей команды увлекается рок-музыкой и притащил вам OnLab, а получается так, что как я случайно нашел Trailout, так и вы случайно обнаружили OnLab. Но ведь помимо OnLab там есть еще и такие исполнители, как New Vegas, Nick Era. Каким образом они попали в игру? Когда у нас была первая версия музыки, то VO-дизайнер наш говорил, что у нас музыка не очень подходит. BPM был плохой, поэтому OnLab был нашим спасением. А следующие ребята, New Vegas, к сожалению, уже на сегодняшний день не существуют. Они распались год назад, наверное, если не ошибаюсь. Они даже мне написали и скинули эксклюзивный, так скажем, доступ к их последней композиции. И у нас был трейлер к какому-то обновлению, честно говоря, сейчас не вспомню, где у нас был уникальный релиз этой музыки. И мы так тоже с ними прощались. Ник Эйра, он попался мне, потому что у него есть фиты с OnLab. Я просто ему написал тоже в Инстаграме. Он достаточно общительный, он даже у нас на сервере в Дискорде есть. Его даже можно тегнуть, он что-то отвечает. Поэтому с ним тоже на copyright free, у него тоже copyright free. Просто добровольно согласились, руки пожали виртуально. И дальше так существуем. Игра пропитана духом Flatout, но помимо этой серии были какие-то еще источники вдохновения? Может быть, Destruction Derby с PlayStation или что-то вроде того? На самом деле, у меня детство было не настолько разнообразное. Я поздно пришел в гейминг. Кроме Flatout 2 и Most Wanted 2005 года, и еще Burnout, Paradise. В целом, это основные ориентиры были. Это очевидно, я думаю. Да, это довольно очевидные референсы. А вы, если вернуться к музыке, не пытались, помимо того, что нашли крутую copyright-free музыку, связаться с лейблами или артистами и пройти через процесс лицензирования треков? Это очень дорого, и во-вторых, у нас гонки очень специфические. То есть у нас есть контент 18+, аварии и все прочее, а музыка обычно к этому очень нежная.
ну, некоторые исполнители не хотят видеть там в таких-то произведениях или играх свою музыку, поэтому мы даже не стали, потому что я считаю, что OnWeb сейчас справляется идеально вместе с New Vegas и Nick Era. Иногда я в обновлениях добавляю новые композиции, у Nick Era и OnWeb выходят новые композиции, я смотрю репозитории и иногда добавляю туда музыку, которая более-менее подходит по лирике или по темпу. А музыка как-то повлияла на процесс формирования непосредственной игры, потому что ты говорил, изначально какие-то треки были абсолютно другие, но когда у вас появился доступ к OnLab, Nick Era, к New Vegas, под влиянием этих композиций как-то менялся игровой процесс, может быть, дополнялись или видоизменялись режимы, что-то, менялся темп самой игры? Уже нет, потому что изначально уже было видение проекта, и из-за того, что мы как разработчики постоянно 24/7 сидим в игре, мы вообще как бы играем и тестируем без музыки. Поэтому для нас музыка — это просто как постпродакшн, который видят уже конечный пользователь. Единственное, на что это повлияло, у нас трейлеры стали содержать, естественно, эту музыку. Раньше у нас трейлеры это были какие-то скучные пару сэмплов с Asset Store какого-нибудь. То сейчас мы стараемся использовать уже либо OnWeb, либо Nick Era, и New Vegas был, по-моему, разок. Потому что я считаю, что это гораздо интереснее смотрится, дороже. И думаю, вот тебя, например, по этой же причине привлекла игра. Потому Так что там и есть какая-то похожее что-то на лицензированное, хотя это оказалось копирайт. Так и есть. Помимо лицензированной музыки, ведь у вас есть еще, я сам не измерял, но находил на ютубе сборник оригинальной музыки, она просто вот так вот единым файлом лежит, там 34 или 35 минут, и я послушал, и в целом там есть довольно интересные треки. Каким образом писались эти композиции? Оригинальный саундтрек у нас состоит наполовину из закупленных каких-то композиций. Вторая половина уже написана ребятами из Sign Art Media, но их уже сейчас не существует, распались. Но некоторые ребята, с ними я до сих пор работаю. У них был и саунд-дизайнер, и композиторы. В общем, там была полная команда, и мы с ними договорились так, что до релиза как бы мы совсем казались Индии, они нам даже скидки делали. Я просто давал им референсы на самые неожиданные, даже которые гонок не касаются, и они пытались передать то настроение, которое я хочу передать. То есть это, естественно, очевидно, фильм «Драйв». По началу игры можно понять, что там идет референс. Там даже есть костюм Гослинга из «Драйва», где-то можно открыть для героя. Да, это спустя год на юбилей игры мы выпустили костюм этот. Потом киберпанк даже местами есть. Не то что само звучание, а смысл, как должен, например, заглавная тема играть, которая в главном меню играет. Ребята проделали большую работу, и некоторые трейлеры даже они полностью сами озвучивали, но они в публичный доступ не вышли, потому что у нас появилась OnWeb. Поэтому мы решили, что лучше OnWeb будем использовать в трейлерах, поэтому их музыка для трейлеров ушла куда-нибудь, не помню. По-моему, в меню обновлений там играет музыка такая, ambient. Это была из какого-то трейлера. Как балансируется оригинальная и лицензированная музыка в игре? Каким образом вы понимаете, в какой момент времени что лучше всего должно звучать? Я думаю, что эта идея пришла из понятия, что в игре есть фазы. Есть фаза главного меню, есть фаза гаража, где игрок должен отдыхать ушами и глазами, поэтому там должно играть что-то такое
Кто-то отмечал, что когда машину собираешь, там играет музыка, как будто из какого-то железного человека играет, то ты собираешь какую-то там супер рухлядь и сейчас полетишь. И когда ты уже заходишь в гонку, там начинается хаос и другая фаза игры, где уже нужен темп, держать в этом флоу игрока. Поэтому просто идет по фазам. Это можно заметить и в других играх тоже делают. Нельзя всегда постоянно включать лицензированную музыку. Всегда нужно давать отдыхать. Тех же NFS, даже старых, если вспоминать, там тоже иногда музыка пропадает, затихает. А в том же Fallout, я помню, у них еще саундтреки же отличаются по режимам игры. Мы тоже думали, может быть, сделаем так, что в Дерби, например, играет один сет музыки, в гонках другой. Но потом поняли, что у нас просто не хватит столько композиций, поэтому у нас для гонок и для дерби и для всего прочего играет один сет, кроме трюков. В трюках не нужна музыка, считаю. Вы получали какую-то обратную связь от игроков по поводу своей музыки? Были ли какие-то неожиданно популярные или наоборот неожиданно непопулярные треки? Я пытаюсь вспомнить, но жалоб особо не было. Лишь были пожелания, что люди хотели слушать такую-то музыку, такого-то исполнителя, потому что вкус у всех разный. Какой-то вид рока у нас немножко не в ту сторону, но в целом все окей. И даже вот послушав вот эти вот пожелания людей, что хотят послушать Роба Зомби и всех прочих, мы для PC сделали функцию, ты можешь свою музыку сам загрузить через настройки игры и можешь слушать свой плейлист полностью с компьютера. Да, Роб Зомби это мой личный факап. Я обожаю Роба Зомби, но я не включил его в ролик про игровые саундтреки, и мне в комментариях об этом припомнили очень сильно. Я думал, ну как я мог его забыть? Он же реально вот в промо-компании, прям в трейлере был Роб Зомби. Я такой, типа, блин, жесть. Просто все в голове не удержишь. Говоря о чем-то новом, планируется выход у вас на PlayStation 5, ты упомянул. Планируется ли какие-то в честь этого дополнения, может быть, какие-то фишечки для PS5 или какие-то апдейты глобальные для игры, или они уже закончены, и вы просто допиливаете версии? Социальная поддержка, как сказано везде, закончена в 2023 году, если не ошибаюсь. Спустя год с релиза. Это означает, что баг-фиксы, подфиксы, какие-то крупные обновления или меняющие геймплей уже не будут. Но из-за того, что мы сейчас продолжаем дальше выходить на разные платформы, например, на Xbox мы вышли в апреле этого года, релиз вышел достаточно успешным, лучше, чем на PC даже. Поэтому, чтобы нам как-то закрепиться и удержаться и людей благодарить, мы выпускали обновления. То есть последнее у нас обновление это было Last Pursuit. Как я и в Дискорде достаточно часто отвечаю, что новые релизы, они дают немножко, так скажем, возможности что-то сделать новое в плане контента. Новые карты, либо новые автомобили. Но Last Pursuit мы еще переработали режим Хантера за полицейского, что-то близкое к Hot Pursuit. Но мы перестали делать обновления Halloween или под Новый год. Просто иногда, когда получается, что-то раз или два в год выйдет. Думаю, что в этом году точно будет еще одно последнее обновление. И мы полностью уходим от Триаута, потому что мы сейчас заняты другой разработкой. Триаутом сейчас занимаюсь только я. И иногда дизайнер выходит тоже помочь мне. Сейчас мы делаем самую крупную городскую карту. И страна будет тоже необычная, свежая. Мы пытаемся, если обновление делаем, то приносить что-то новое, свежее, а не переиспользовать те ассеты, которые уже есть в игре. Мне нравятся большие карты, буду ждать. Ты говоришь, что вы занимаетесь новой игрой. Понятное дело, ты не можешь назвать, чем вы занимаетесь, но будет ли музыка играть такую же, на мой взгляд, большую роль, как и в Fallout, и будет ли она играть в новом вашем проекте?
Как я уже говорил в новостях в Discord-канале нашем, что следующий проект мы уже с лета прошлого года делаем, но это совсем другой жанр. Поэтому как бы я всех предупредил, что ничего от нас ждать не нужно, потому что это не Trail Out 2. Мы сейчас совсем идем в другой жанр, откуда мы изначально и пришли. Те, кто знает, откуда мы изначально пришли, они поймут, в каком жанре мы примерно что-то можем разрабатывать. Мы пришли из модостроя Сталкера, поэтому это как подсказка. Сталкрафт? Вы делаете Сталкрафт? Нет, это не означает, что мы Сталкер делаем, но геймплейно что-то может быть ближе к этому, чем к Триаузу. Просто заполонила YouTube рекламу Сталкрафт. Нет, Сталкер и все, что около вот этого относится, нас уже всех в команде тошнит, потому что мы с этим очень много работали до этого. У нас был не выпущенный самый крупный проект на то время известный, Frozen Zone, может быть, кому-то это что-то говорит. Поэтому мы сейчас разрабатываем что-то чуть-чуть свежее, не так заезженное. Анонс будет когда-то в следующем году. А если мы все-таки говорим о сиквеле Trail, то мысли есть, идеи есть, как я уже писал ранее в Дискорде, поэтому будем смотреть. Ну что ж, это классно. Мой последний вопрос как раз-таки был про возможный сиквел Trail, но ты на него ответил. Спасибо тебе большое, что уделил время, что рассказал подробности разработки, поделился какими-то планами на будущее. Я желаю успеха в выходе Trail Out на PS5, в вашем новом проекте и в последующих проектах. И вообще, удачи вашей команде и спасибо еще раз. Да, спасибо. И еще хотел бы сказать, что на самом деле насчет использования музыки тема немножко раздутая. Есть какой-то страх, например, у молодых разработчиков инди, что невозможно найти музыку или и особенно с лирикой, поэтому нужно не бояться и просто писать в личку ребятам. Говорят, что даже те, кто копирайт-фри как не помечают, даже они могут пойти на какие-то уступки. Желаю удачи тем, кто смотрит, если разрабатывает игру. Спасибо за такую возможность говорить. Спасибо еще раз, что ответил. Да, я подтвержу эти слова, потому что я тоже в личку написал, каким-то образом ее нашел, и все сложилось. Поэтому да, не бойтесь общаться с людьми. Делайте первый шаг. Да, не только к девушкам, но ко всем. Да, согласен. Спасибо большое еще раз. Йохан Хирш, глава разработки Trail Out 2. Да, всем пока. Пока.